На этой фотографии мне 12 лет. Тем летом я поступил в одну уважаемую петербургскую школу с красивым названием и целым списком вступительных экзаменов, еще не зная, что меня ждет. Шестой класс. Я и 37 детей, кроме меня. Большинство из них учились вместе с детского сада. 1 сентября я пришел с аккуратной прической и в пиджаке, сразу оказавшись среди остальных чужаком. За следующие несколько лет я узнаю на себе, что такое травля и как она меняет жизни людей. Мы снимали этот фильм 1,5 года. За это время не только встретился с теми, кто пережил травлю, но и с теми, кто травил других. Увидел по-настоящему работающие способы, как можно справиться с буллингом. И узнал, как связана школьная травля и случаи, когда в школу приходят с оружием, от тех, кто с этим оружием приходил. Наконец, я встретился впервые за 18 лет со своими одноклассниками и классным руководителем. Все, что из этого получилось, вы увидите прямо сейчас. Расскажи про своих одноклассников. Давай начнем даже с одноклассников. Какие они были? Как, вот так вот, если говорить, вот, мой класс, что приходит на ум первое? Мне ничего не приходит на ум, потому что я всегда общался с 2-3 людьми, которые были, в общем, инициаторами тогда травли. Травля в вашем классе, как она выглядела? Что это было? Как организованная преступность. То есть несколько людей собираются и выбирают жертву. И чаще даже непонятно, по каким признакам выбирают жертву. То есть это не обязательно человек из бедной семьи или человек белая ворона, который не вписывается в коллектив совершенно. Но тот человек, вот, на котором мы издевались, он был умным достаточно. И тоже, как и я, он общался с некоторыми людьми, не со всем классом вместе. Может быть, внешность. Из-за внешности тоже было. Был сложно сказать. Полным был, нет? Нет. Какие-то у него были особенности? Да, у него голова была больше, чем у обычных людей. А когда ты говоришь, что вы издевались, это было как-то физически или эмоционально? Это было эмоционально. То есть это оскорбление, приставание, но никогда не доходило до того, чтобы его били. Этого не было никогда. Я выхожу вместе с группой моих друзей в коридор, и мы говорим этому человеку, точно не помню, что, но там нам не нравится что-то. Причем я никогда не выступал агрессором. Я скорее был наблюдателем, я стоял со стороны, смотрел. И не знаю почему, я не говорил: ребят, хватит, перестаньте. Это ужасно, такого быть не должно. Вот, но после этого он убегал всегда. Его искали по всей школе. Тот кого-то задирает, и после этого мы, причем в классе часто, когда урок идет, после этого мы выходим в коридор, и там кто-то кого-то бьет коленкой по стене и бежит за ним. Потом чаще всего это заканчивается тем, что приходит какой-нибудь классный руководитель или завуч, отводит в кабинет и говорит: ребят, ну вы поступаете неправильно, просто пожмите друг другу руки. И все, и на этом расходитесь. Как вы воспринимали, когда мы это говорили? Мы нехотя жали друг другу руки и шли дальше заниматься. Вы, когда выходите на лекциях, вы спрашиваете, у кого-нибудь был опыт школьной травли или кто-то был свидетелем? Все поднимают руки. При этом, опять же, из вашего текста я помню, что вы говорите, что до 2017 года, до вашего первого поста, под которым был шквал комментариев, у нас никто об этом толком так вот массово не говорил. Как вы думаете, почему у нас до сих пор никто об этом толком не говорит? Мало же говорить, да, есть же все-таки задача находить решение.
хорошо, следующий вопрос. Вот есть такая проблема, все подняли руку, что делать? И когда мы задаемся вопросом, что делать, то все становится очень сложно, потому что это не только про то, чтобы объяснить детям, что вот не надо так делать, нехорошо. Это про то, как нужно готовить педагогов, как педагоги должны общаться с классом, как вообще, как должно государство, например, и начальство обращаться с самими педагогами, да, потому что странно ожидать, что будут решать проблему буллинга и эмоционального насилия те люди, которые хронически подвергаются эмоциональному насилию вот, прямо с утра до вечера. Да. К сожалению, все начинает скатываться на уровень личности. Вот дети, они виноваты, давайте им объясним, а вот давайте до них донесем, что так не надо делать. Но это не проблема личности. Люди же склонны защищаться от того, с чем они не знают, что делать, не знают, как справиться. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то, что нам очень сложно, мы начинаем мастерски оборачивать это такими обертками эвфемизмов. Да? Это все называется «у него не ладится с ребятами», «у нас не очень дружный класс», «с кем-то не хотят дружить». Да? И моя задача в таких... почему я предлагаю представить себя на месте этого ребенка, моя задача, чтобы вещи были названы своими именами, потому что буллинг, травля – это групповое эмоциональное насилие, это жестокое обращение. И пока мы не называем это своими именами, мы можем бесконечно плести вот эти словеса на тему. Есть дети, у которых сложно бывает с одноклассниками. И это тупик. Пока мы так себе врем, то мы никогда не найдем решения. Наверное, все началось с одного мальчика, который, в принципе, с 1 класса был, немножко не таким, он не говорил. Он там почти сразу начал бить других одноклассников. И сейчас я понимаю, что, видимо, у него были какие-то проблемы в семье, то есть, видимо, вымещал это. И потом у него образовалась свита вокруг него, как это часто бывает. Помнишь, что они делали? Помню. И мы с 2 девочками, 2 Дашами, играли в то, что мы Sailor Moon, и мы вылетаем там в космос, а весь остальной класс, они сидели и делали какой-то макет. И я помню, что мы зашли в класс и увидели их, и пошли дальше играть в свой полет на Марс. И они стали у нас отнимать одежду. И чтобы они у нас не отнимали одежду, мы начали очень громко кричать. А у меня всегда был очень громкий голос. И чтобы нас заткнуть, они затыкали рот и начали меня бить головой об шкаф. И потом у меня потекла кровь изо рта, и они очень испугались. Потом об этом узнали старшие, вызвали их как-то и заставили извиняться. Вот это ощущение, когда ты стоишь, и просто весь класс, 20 человек смотрит, и как с тобой это происходит, и ты вообще не понимаешь, как это возможно. Еще потом пришел брат этого мальчика и угрожал ножом, типа, если ты кому-то расскажешь, я там, типа, тебе ай-яй-яй. И вот мне 7 или там 8 лет, и я вообще не понимаю, что происходит, как на это реагировать. Вот сейчас я понимаю, что, наверное, я была немножко странным ребенком. Я была очень чувствительная, я могла заплакать от любой истории, я просто... прям вот, какую-то там даже мальчишки раздраконили веник, мне потом уже рассказывали, я уже даже забыла. Ты расплакалась, потому что говоришь, его что-то сделал, зачем вы это делаете? И потом я понимаю, что уже теперь я знаю, что, такие дети часто бывают жертвами, потому что они транслируют те эмоции, которые себе запрещают агрессоры. Ты родителям что-нибудь говорила? Не, мама узнала потом, потому что узнала начальство. Вот, мама потом, оказывается, подошла к мальчишкам и если ты еще раз тронешь мою дочку, но это не помогло. Получается, мальчишки задирали девчонок? Да. Было несколько основных жертв, один мальчик и я. Мы вдвоем были 2 белыми воронами. Когда это все начало происходить, что делали учителя? Вот это вот первая ситуация. Они всех вызвали на ковер и заставили извиняться. А потом, когда мы пришли в среднюю школу, у нас поменялся классный руководитель.
И я помню совершенно абсурдную ситуацию. Начинается ситуация физической агрессии, и он уходит за шкаф в этом же классе молиться. Вот сейчас, особенно как мать, я вообще не понимаю эту реакцию. Ты человек взрослый, у которого есть ответственность перед этим классом. Что ты делаешь? Ты молишься? Ну, как это может помочь? А в классе 6-7 они нам поставили фильм «Чучело», чтобы всем классам, то есть они, видимо, знали, что все это происходит, и вот они всем классам нам показали фильм «Чучело». Что сделали одноклассники? Они вышли, взяли мои вещи и повторили ситуацию из фильма один в один. Вот когда там перекидывали вещи, просто вот там в коридоре, чтобы все взрослые видели. Получается, что есть группа, которая обижает, и группа, которая смотрит. И это происходило в течение всей школьной жизни. Класса до 9. Саш, у нас, как бы это сказать, вот дети, поэтому я не могу сказать слово, которое я бы сказал, у нас изнасилованные мозги. Да, идея о том, что свобода, если человек получает свободу, он будет проявляться в ненависти к другому, он будет проявляться в того, чтобы другому сделать хуже, и хуже сделать себе, это не просто обман, это умышленный обман. Это неправда, это просто неправда. Да, естественно, наше поведение требует каких-то рамок, которые мы чаще всего определяем сами, сказать, друг с другом, общественный договор это называется и так далее. Это парламентский холл. Да, апельсин действительно управляется парламентом. Это начало Конституции апельсина. Да, это преамбула, на самом деле. Потому что дальше там личности пошло. Потом можешь почитать. Да? Да. Значит, теперь смотри. Это правда, что парламент имеет неограниченную власть? Это правда, что парламент может уволить директора. Ну, и что из этого следует? Что они уволят директора обязательно? Ну, первая мысль, ты же понимаешь, отнять у них это право, это, мне кажется, по меньшей мере странно, но они что? Да, школа, наш дом, дети, говорим мы. В каком смысле? В том, что здесь можно, так сказать, пописать, и тебя не заругают за это, а может и заругают, если ты пописал не в то время, не в том туалете, в котором кому-то хотелось бы. Понимаешь? Теперь смотри, вот эта история простая. Свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это клише сегодня. Это довольно просто, это довольно понятно. Смотри, да, не знаю, рисует Анита, люди занимаются компьютерами, в библиотеке там, может, кто-то валяется, не вижу, да. Слушай, это так устроено. Да, это так устроено. Почему в этот момент люди должны друг другу мешать и портить жизнь себе и другим? Я, когда рассказываю про твою школу кому-то, каждый раз я слышу одни и те же вопросы. Понимаешь, что это фигня какая-то. Это не вопрос, фигня это не вопрос. Да, фигня это ругательство. Естественно, да. Не может такого быть. Вот, это утверждение. Понимаешь, что дети скажут: Дима Зицер, уходи. Дима Зицер уйдет с поста директора. Разве так может быть, мне говорят? Я могу поругать твоих собеседников? Можешь, конечно. У них и в семье не может такого быть, наверное. У них наверняка кто-то кого-то чморит. Тогда, я не знаю. Если они представляют себе, что жизнь устроена так, это когда один человек другому человеку рассказывает, как жить, какие штанишки надевать, понимаешь, и какой рукой ковырять в носу. Естественно, они экстраполируют это на дальнейшую жизнь, потому что если вдруг выяснится, что так может быть, им что-то надо делать и у себя дома, да? Как-то так. Не это, жена, принеси мне мои тапки, сука, да? Да? Как-то надо что-то менять, нет? Потому что я боюсь, что дело в этом, не знаю. У меня, я даю тебе честное слово, у меня не возникало такого вопроса. Просто не возникало. Как-то вроде простые, да, школьные коридоры наполняются смыслом и историями, когда ты находишься здесь. Но в целом, конечно, мало что поменялось. Да, 3-й этаж. Кабинет биологии, кабинет химии, самый последний. Вот там мы с Фетыховым метелились. Там я помню очень хорошо. Я никогда не любил заранее приходить к классу, потому что
Но часто получалось, что если ты пришел заранее, то у тебя настроение как будто испорчено уже. Потому что ты там уже как-то начинаются истории с киданием вещей периодически, если были такие истории. За 18 лет моя память уже многое вытеснила. Но, как оказалось, не все. Скрип половицы кабинета английского может разом отправить тебя, 35-летнего мужчину, в собственное 13-летие. Узкий темный коридор, воняющий половыми тряпками, тут же напомнит, как в уголке несколько человек прикрывают спиной очередную стрелку. Мое детство пришлось на 90-е, и ровесники легко вбирали бандитский лексикон. Гардероб в подвале напомнит о том, что в нем никогда не бывало учителей. Зато часто после уроков могли ждать сразу несколько человек. Слушай, а ты же, получается, с первого класса был, да, в школе? Да, с самого начала. А ты помнишь 6-й класс, когда я пришел? Каким ты меня помнишь, когда я пришел в школу? Ну, тебя немножко полошили, но был еще и Павлюченко. Павлюченко залошили по полной, на следующий год он накачался, пришел там и начал там выеживаться, скажем так. Я пытаюсь понять, почему тогда меня лошили, как ты говоришь. Что случилось такого, что... Ну, ты просто новичок. Это же как обычно в школах делается, да? Пришел кто-то новый, тебя проверяют, как говорится. И как я справлялся? Ну, ты нормально справился, все, блин. И Павлюченко тоже справился. Не справился только вот Мальгин. Совсем. Именно потому, что новенький, поэтому так происходит? Ну да, на мой взгляд, именно так. А вообще наш класс, каким ты помнишь? Ой, у нас самый заводной был класс. Мы самые частые по педсоветам, по любым темам. Мы сейчас уже взрослые люди, можем обо всем говорить и, в принципе, знаешь, Ну, уже анализируем. Я пытаюсь понять, почему вот такая вот штука, как вот ты называешь полошили, почему она вообще возникает, почему вот приходит новенький, его начинают там, травить. Его проверяют, знаешь, вот это как испытание вот в вузах, в колледжах, помнишь? Ты должен вот это все вот пройти, чтобы влиться в компанию, блин. Вот и все, вот мое мнение лично. Я просто не помню, в какой момент это закончилось, чтобы вот я влился. Что произошло такого? Да ты влился как бы на том же году, как бы уже все нормально. Меня ж тоже, блин, Даня такой, помнишь, был? Помню. Он меня толкнул, я ему лицо разбил прямо на уроке. За что стал на учет милиции. Если представить, что мы друг друга видим в первый раз, объясните мне, чем вы здесь занимаетесь? У нас программы травли нет, мы существуем уже 3 года и занимаемся внедрением антибуллинговых практик в школах. Соответственно, занимаемся профилактикой буллинга в школах и помогаем как-то бороться, как-то восстанавливать атмосферу в школах, если что-то пошло не так. Мы обучаем и учителей, и родителей, и детей. Детей мы обучаем в игровой форме. На самом деле взрослых тоже, но все в игровой форме взрослым не передашь. И еще мы стараемся наладить юридический аспект. Мы придумали антибуллинговую хартию для того, чтобы школы могли принимать ее как внутренний документ, в котором было бы определено, что такое травля, если она происходит в данной школе, и какой у нее маршрут, как мы действуем в случае, если мы выявили школьную травлю. То есть такие правила жизни? Как пожарная безопасность предполагают, что люди знают, куда бежать в случае пожара, так и в случае возникновения буллинга, травли в классе, в школе, взрослые должны знать, каким образом они собираются с этой проблемой работать. Потому что детская безопасность – это обязанность взрослых. У вас есть такая проблема, что вы приходите в школу и вам говорят, какая травля? У нас нет никакой травли. Я говорю все время, что я себе хочу на лбу сделать татуировку. У нас дети так играют. Потому что, к сожалению, из-за того, что школы не принимают антибуллинговую хартию, и у них нет внутреннего документа, который бы четко обозначал, что такое травля, приходится каждый раз этот философский камень, понимаешь, открывать заново.
И плюс каждый раз, если ты приходишь в школу, которая тебя сама позвала, не туда, когда ты напросился, а сама позвала, всегда спросят тебя, ну вы же расскажете про травлю. Они же начнут ей сразу заниматься намного более активно. Так же, как и секс-просвет. Стоит детям узнать, откуда берутся дети, так и все, с души свет. Я читал про твои взаимоотношения с отцом и влияние того, что ты тогда переживал. Я сейчас спрошу напрямую, ты можешь как на том уровне доверия ко мне, на том уровне честности, который тебе сейчас самому хочется, рассказать об этом. Я так правильно понимаю, что у тебя в детстве был буллинг со стороны папы, физическое насилие? Да. Да, мне кажется, со всех сторон. То есть не только папы, и от мамы тоже насилие было, ну, как бы, условно, ремень, да? То есть это, наверное, такие пережитки советского домостроения, вот. И в школе, и в детском саду, наверное, не сильно, но вот в школе уже, да. Потому что мой папа не русский, и, соответственно, на почве там, типа, внешности ты не русский, ты там, я не знаю, можно слова употреблять, там, хач, что там еще, чурка, я уже даже, наверное, все эпитеты не вспомню, но, в общем, какие-то такие слова, но я достаточно быстро иммунитет на это выработал, то есть, там, условно, я помню такое событие, там, может быть, в 1-2 классе, я иду из школы, а мне через дорогу какие-то ребята кричат, я уже не помню, кто это был, кричат, что моя мама, там, чурковская подстилка, что-то, вот, ну, в общем, вот такое, то есть, типа, что оскорбление в адрес моей мамы. И вот я примерно вот уже в таком возрасте понимал, что я не смогу физически ответить на все оскорбления. То есть, если до этого я мог броситься на кого-то, там, типа, ах, ты оскорбил, там, мою маму, условно, да, драться, то там уже где-то к классу 1-2 я уже понял, что это бессмысленно, и у меня просто иммунитет на какие-либо оскорбления выработался, и, то есть я просто не реагировал уже на него. Я чувствовал себя вот в этой маленькой социальной группе, которая никому не нужна, которую, как бы, условно, постоянно преследуют. То есть, ну, это постоянные драки в школе. То есть, мне кажется, не проходило недели, когда мою маму не вызывали в школу за драку. И я был, ну, собственно, я и сейчас не маленький, но я всегда как бы опережал своих сверстников. И по фамилии я всегда стоял на физкультуре первым, потому что у меня фамилия АБ, и по росту. Вот. И, собственно, 1 на 1 со мной, ну, никто не дрался практически. Меня всегда либо толпой избивали, либо еще как-то из-под-тишка. И я не то чтобы прям как бы хотел драться, но мне приходилось просто. То есть, потому что как бы иначе либо тебя просто изобьют, а так ты хоть какой-то сдачи можешь сдать. Вот. И, ну где-то, наверное, класса до 7 я постоянно дрался. Здравствуйте. Приветик, приветик. Давно не виделись с вами, 18 лет. Знаете, я вот когда вам вчера звонил, у меня ладошки потели, между прочим. Почему? А я до сих пор звоню классному руководителю, как будто бы, знаете, ай-яй-яй, сейчас что-то случилось. Вот. То есть у тебя ассоциируется все исключительно общение с классным руководителем, выяснение каких-то проблем, которые связаны, не знаю, с поведением, с учебой? Как будто да, как будто бы я снова почему-то в чем-то виноват, наверное, был. Ну, потому что, наверное, со школы запоминаются такие моменты, которые вызывали у тебя какие-то, может быть, даже и обиды, да? Наверное, больше. А как вы вспоминаете наш класс? С одной стороны, да, вроде бы такой дружный коллектив был, ведь они пришли, ну, в большом количестве с детского сада, уже зная друг друга. Опять же, большой коллектив родителей, которые знали друг друга, единомышленников, так скажем. Поэтому
в общем-то, в определенную группу товарищей вкладывалось очень много со стороны, наверное, и меня, как классного руководителя, так и родителей. Поэтому, может быть, людям, которые пришли позже в этот класс, да, испытывали какой-то дискомфорт. Когда я сейчас вспоминаю 6 класс, я помню, что почему-то первый год было легко. Я пришел, и как-то меня как будто приняли. Вот основная жесть какая-то началась с 7 по 11 класс. Вот это время я вспоминаю как очень тяжелое время, честно. Это было время, когда прямо мне вот внутри приходилось выживать. Потому что очень много, мне кажется, учителя не видели. Я имею в виду жестокость, которая была у нас как-то вот так вот по отношению друг к другу. Она как-то вот уходила, мне кажется, от учителей. И мне поэтому интересно было узнать, как вы вспоминаете. Видели ли вы что-то? Ты понимаешь, я жестокость как таковую вообще вот не видела. Я на самом деле, я жестокость ее не видела. Хотя, да, вот, например, я не знаю, ты застал Сашу Вересову, такая, да, была ученица? Когда она пришла, вот новый человек, да, от этих вот переживаний эмоционального, ее со школы, я помню, увезли в больницу. Но, опять же, проблема, наверное, этого возраста зачастую, да, боязнь поговорить со взрослыми. Потому что, да, вот если ребенок испытывает какой-то дискомфорт, вот почему-то, наверное, либо это вообще было не принято, я не знаю, да, я не знаю, насколько сегодня это в школах вообще принято или не принято, чтобы ученик подошел к преподавателю, да, даже классному руководителю, и сказал, что да, я испытываю определенный дискомфорт. Могут с этим подойти? Вообще, есть вообще такая мысль в головах у учеников, она может появиться или нет? Я сейчас работаю в педагогическом колледже, да, где будут будущие педагоги. И я так понимаю, что некоторые могут испытывать дискомфорт. Вот я сейчас вижу, да, кому, наверное, в коллективе дискомфортно, но сами девочки, они никогда не подойдут и не скажут, что, да, они считают... Я не могу объяснить, почему. Почему они не подойдут. Вот почему ты не подошел никому и не сказал, да? Вот я там преодолеваю себя, мне некомфортно. У меня была, знаешь, ситуация с Аней Саар. Такая у нас была девочка. Помню, да. Да, она у меня занималась в группе по английскому. Вот, и я как-то, проверяя их работы, сказала такую фразу. Там, «Саарище-кошмарище», да? Проверив ее работу, не связывая это никак с ее внешним видом, вообще никак. У меня даже в голове не было. Но ты знаешь, что она, оказывается, это очень переживала, она это приняла, да, из-за каких-то своих комплексов, именно по отношению к внешнему виду. Но надо сказать спасибо ее маме, которая ко мне подошла и со мной на эту тему поговорила. Да, я сразу поняла, что, конечно, за каждым словом, грубо говоря, надо следить. Потому что иногда, даже не имея даже в виду, да, не желая того обидеть, конечно, можно. Наша такая профессия, надо следить за каждым словом. Но зачастую многое приходит с опытом, безусловно. Все началось в 1 классе с учительницы начальных классов. То есть она начала всю эту историю. И, ну, тут нужно еще рассказать о предпосылках, то есть с чего вдруг она это все начала. Я была не садиковским ребенком, меня родители не водили в садик, а при этом я из творческой семьи. Папа солист оперы, мама музыкант, она играла на аккордеоне, на фортепиано. В 90-е все выживали как могли, а моя семья, мама с папой, они уезжали в Европу на заработки. У нас были экскурсии, ну, в любой школе всегда есть экскурсии, и так как я жила довольно близко от школы, меня родители очень рано перестали провожать и встречать.
в очередной раз после экскурсии, это уже было ближе к середине или к концу вот этого первого класса, Нина Васильевна, учительница, она, уже думает, типа, где твои родители? Типа, почувствовала ответственность, типа, где твои родители? Давай, если их нет, я тебя провожу. И как-то так элегантным каким-то образом она напросилась к нам на вечер домой, как-то зашла к нам. А мы жили в коммунальной квартире в одной комнате. Мама, папа, старшая сестра и я. У меня есть одна гипотеза, но мне очень неловко об этом говорить. Уже когда долго анализируешь и работаешь, и перебираешь всю эту ситуацию, а я это делала с психотерапевтом, в общем, мы пришли к тому, что есть вероятность, что это была обыкновенная человеческая зависть. Чему она завидовала, можно только гадать. Ее реакция сама, да, вот эта вот какая-то ожесточенная, с каким-то ядом. Вот она говорила, и в ее вот словах был какой-то яд. То есть она как-то хотела напасть, унизить, унижала. Но это свидетельство того, что она завидовала. В первом классе все началось, и ребята подхватили. Я помню, что когда, например, мама с папой уехали в очередной раз, они где-то раз в год уезжали на месяц, полтора-два. Естественно, как бы с нами бабушка сидела или близкая подруга семьи. То есть, мы не были сиротками с сестрой. У меня старшая сестра еще в этой школе училась. Но при этом учительница при всем классе говорила такие слова, что типа, опять вас бросили. Вот. Естественно, это было не с сожалением и не с теплотой, а с такой вот подковыркой. Типа, вы же сироты тут у нас, вас бросили опять. Как дети реагировали? Вот уже постарше, когда я была, я помню, что гайки кидали тяжелые, какие-то большие, крупные. То есть я с синяками приходила. Помню, что практически ни с кем не общалась. То есть, игнорировали меня прям. То есть и как-то психологически не принимали, и при этом как-то вот еще постарше уже вот физическая была какая-то, такая атака. Вот я помню, что мама еще, когда она с ней поговорила тогда, в начальных классах, она сказала: «Даш, это первая дура в твоей жизни, не последняя. Просто готовься к тому, что, дураки будут встречаться в твоей жизни». И это на меня как-то вот подействовало так, что я вот в школе была одна, дома была другая. Почему вообще взрослым людям, это уже из моего личного опыта тоже, так тяжело представить себя на месте ребенка? Как будто вот что-то отключается. Нет, это не про меня, я тут не был, это все они сами разберутся. Я думаю, что наоборот, очень легко. Все там были, и все знают, как там больно. И если ты находишься в контакте с этой памятью, с этим сочувствием, с этим осознанием, как там больно, то ты не можешь просто так сказать, что это он такой вот. Что я могу сделать? Ты должен тогда что-то сделать. А когда ты ничего не знаешь, что сделать, то тогда лучше включить такую дистанцию, некое такое очерствление для того, чтобы не быть в контакте с этим. Именно потому, что все знают, как там. К сожалению, люди так устроены, что по-настоящему серьезно они начинают к чему-то относиться только тогда, когда происходят какие-то из ряда вон события и необратимые последствия. Да? После какого-нибудь, упаси Боже, суицида на этой почве, да, о котором там везде все расскажут, будет какой-то резонанс. Такие резонансы, они шумные, но они быстро утихают. У нас действительно, как у вас в интервью и в методичке вы тоже пишете про 5% школьников. Финский, если переложить на Россию, получается, 1 миллион детей идет каждый день как на казнь в школу. Это действительно такие цифры у нас сейчас? Я не знаю, в России нет статистики по этому поводу, поэтому эти цифры, есть исследования европейские, если их переложить, представить себе, что у нас так же, хотя, скорее всего, у нас менее благополучно, и просто посчитать,
наших школьников, да, то, ну, собственно говоря, эмпирический такой опыт, когда просто спрашиваешь людей, с кем это было, и люди поднимают руку, он тоже примерно эти же цифры у очень большого числа людей за время школьного детства, может быть, не постоянно, к счастью, да, но в какие-то годы такой опыт был. Я просто, когда изучал то, что вы писали про буллинг, и как это профилактировать и менять, там вот, опять же, по опыту с вашим ребенком, вы пишете, что нужно идти к директору, к учителю, к классному руководителю, потом к директору, и пока не найдется тот, кто назовет это травлей, ну, насилием. Я просто перекладывал это на свой опыт и вспоминал отдельные случаи, когда у нас родители приходили в школу и пытались как-то разобраться. Наверное, это к чему-то приводило, действительно. Но я помню, что в этот момент ребенку очень плохо было, потому что его обычно травили за то, что он ябеда, за то, что он родителей привел, сам справиться не может. Как в этой ситуации быть ребенку, когда его родитель пытается как-то разобраться, а он все равно еще в этом во всем остается? Я не представляю себе ребенка, который пошел бы жаловаться в первый день. Все сначала пытаются. Все сначала пытаются перебрать разные способы решить проблему самостоятельно. Они пытаются давать сдачи, они пытаются не обращать внимания, они пытаются там шутить вместе со всеми, они пытаются задобрить. Все дети перебирают все эти стратегии. И только когда уже совсем все выходит из-под контроля, могут что-то рассказать родителям, причем тоже уже после того, как сами родители встревожатся из-за того, что ребенок, например, не хочет идти в школу, выглядит подавленным, плачет, болеет, еще что-то. Да. Первое, что важно здесь говорить, что вот этот миф о каких-то ябедах, которые бегут чуть что жаловаться, это миф. Ребенок начинает рассказывать тогда, когда ему уже совсем край, совсем тяжело. Это тоже важно понимать. А дальше что происходит, если родители об этом говорят? Происходит ли присвоение проблемы? Не присвоение. Или не присвоение, да? Что происходит? Либо они в ответ слышат, там, как я все время услышала, они такие. А почему они не такие, как другие дети? А вот они не нравятся. Там речь шла, да, про 2 детей, которые, в общем, особо никого не трогали, да? Что значит не такие? Почему они должны быть такие, не такие, да? Это не основание. А что в них было не так, в тех 2 детей? Они читали книжки, они смотрели какой-то там, в то время, не помню уж, какой-то популярный сериал, который смотрели «Одноклассники». Это абсурд. То есть это попытка просто как-то что-то сказать, да? Не принимая на себя ответственность. Для того, чтобы эта ситуация изменилась, нужно работать с группой, нужно говорить с детьми, нужно прежде всего давать им представление, свою позицию представить им как позицию нетерпимости к травле как явлению. А когда педагог говорит, они не такие, у него нет нетерпимости к травле как явлению. Он проблем не хочет, да, в своем классе. А так-то он считает, он присоединяется к этому, считает, нормально, конечно, они же не такие, как же их не травить-то? Для того, чтобы что-то изменилось, дети должны столкнуться с тем, что учитель, который для них там важный, авторитетный человек, конфронтирует с самой идеей, что так вообще можно. Чтобы учитель смотрел на них и говорил, ребята, вы обалдели? Что происходит? Так, что? Я вас не узнаю. Вы зачем так делаете? Например, мне рассказывали коллеги про такую замечательную учительницу начальной школы, которой в классе вдруг начали травить мальчика с лишним весом. В тот же день, не прошло даже 1 дня, когда она заметила, что это происходит, и что он расплакался и так далее, она сама такая пухленькая, она встала в проходе, делала руки в боки и сказала, вы правда хотите поговорить о лишнем весе? Давайте обсудим этот вопрос. Слушай, я хочу, чтобы мы мысленно перенеслись в эту ситуацию, когда вот вы над этим парнем издевались. Ты помнишь, что ты испытывал при этом? Какие ощущения были? Чувство превосходства и вместе с этим большое недоумение. То есть не было такого, что я стоял со стороны, смотрел, и мне, как в спектакле, каком-нибудь хорошем спектакле, доставляло это много наслаждения. Такого не было. Я помню, что я стоял и, я думаю, как и мои друзья, испытывал чувство удовлетворения за счет унижения другого человека. Но вместе с этим
было непонятно совсем, зачем я здесь нахожусь. Почему я не пожалуюсь учителю, например. Хотя я понимал, что жаловаться учителю в этой ситуации – это самое худшее, что я могу сделать. Потому что его бы еще больше травили потом? Возможно. Или потому что… Это неправильно. Я стою со стороны, смотрю. Потом вместо того, чтобы собственную инициативу проявить и сказать, хватит унижать человека, он такой же, как и вы, я иду и жалуюсь учителю, который за меня потом решает проблемы. Такого быть не должно. Как ты в эти моменты договаривался со своей совестью о том, что да, все окей, пусть дальше так будет? Я не знаю, почему я не подходил. То есть я помню, у нас какие-то были разговоры о том, что вы поступаете неправильно, я им говорил. Ну, как-то это все время сглаживалось, и поскольку мы друзья, это переходило чаще в шутку. И больше мы об этом не разговаривали. Но вот та ситуация, когда мы вышли в коридор и там начали его травить, закончилось тем, что он убежал в туалет, там заперся, учитель вскрывал его ножом. Об этом узнал директор, и поставили вопрос о нашем отчислении из школы. Причем для меня больше всего непонятно, почему директор не подошел сначала и с нами не поговорил. Я уверен, что проходившие мимо учителя или ученики видели, что это происходит. Ну и в этом моя вина тоже, конечно, есть. Я тоже мог подойти к директору и сказать, вот такое происходит, я тоже в этом виноват, я не знаю, как мне с этим быть. Я в одно время испытываю наслаждение, и при этом мне это омерзительно в высшей степени. Но, тем не менее, она не подошла к нам, с нами не поговорила, ни с кем не поговорила, и просто поставила речь о том, что мы будем отчислены. И вас отчислили после этого? Нет, нас не отчислили. Как-то это замяли, я не знаю как. Я помню, что мы испугались после того, как вопрос поставили об отчислении, поэтому, то есть, если бы этого не сделали, такую радикальную меру не предприняли, то мы бы продолжили точно. Но я думаю, что в конце концов я бы все-таки на его сторону встал. Как ты думаешь, что тебе не хватало тогда, чтобы встать на его сторону? Я думаю, что это какая-то… Как я успел заметить, дети всегда либо очень жестокие, либо очень добродушные и чересчур восприимчивые ко всему. То есть какой-то середины я не замечал. И я был по какой-то причине где-то между. То есть при этом это была такая детская жестокость. Какое-то наслаждение животное. Ты, когда вот это все происходило, ты думал о том, откуда она берется? Откуда берется жестокость? Я думаю, что из-за того, что человек не удовлетворен какими-то своими способностями. То есть человек себя не понимает, и человек не знает, какую модель поведения ему выбирать. Ты не знал? Тогда? Нет. А чем ты был неудовлетворен? Возможно, я не мог найти себя. А когда человек не может себя найти и не понимает, куда ему двигаться, и кто он вообще, зачем он здесь живет, в этом мире, тогда это по-разному вытекает в виде разных эмоций. Гнев, жестокость, какое-то самоуничижение. Вот мое самое неприятное воспоминание, о котором я никому не рассказывал 18 лет. 8 класс. Я сижу на уроке русского, и кто-то сзади пару раз легонько хлопает меня по спине. Я оборачиваюсь, и тут же со смехом два моих одноклассника разбегаются в стороны. Втянув плечи, я повернулся к своей парте и смотрел перед собой. Скорее всего, что-нибудь наклеили на спину, подумал я.
Но когда меня в следующий раз похлопали, и я решил посмотреть, что это было, то увидел, что весь мой пиджак сверху донизу оплеван и покрыт чужими соплями. Эту картинку я помню до сих пор. Как долго после урока складывал учебники в рюкзак, чтобы выжидающая моя реакция группа одноклассников потеряла интерес и ушла. Как пытался очистить пиджак в ледяной воде туалета, с трудом сдерживая рвотные позывы. Как ощущал, что одежду осквернили, что мне омерзительно надевать ее на себя. Еще годы спустя после окончания школы я инстинктивно оборачивался, когда рядом кто-то смеялся. Почему-то казалось, что смеются надо мной. Давай вот начнем с того, как ты помнишь меня. Я пришел в 6 классе. Как ты помнишь? Вот каким я был, как ты меня воспринял? Ты учился в этой школе до 6 класса уже. Ну, что ты вообще помнишь? Я с 1 по 11 учился, если быть точным. Ну так, для справки. Хорошо, так. Уже что? Если говорить о тебе, ты пришел, как сейчас помню, костюм черный, белая рубашечка, такой мальчик, одуванчик, прилизанный, не прилизанный, не знаю, тихоня, не тихоня. Все, первое впечатление какое-то такое было. Ты, кроме хороших моментов, помнишь какой-нибудь жесть в нашем классе? Ну, если честно, в памяти плохо отложилось. Ну, даже те моменты, которые какие-то были плохие, мне кажется, на тот момент, это школьное время. Это все этим занимаются, все дурачатся, все как-то друг друга шпыняют, не знаю. Это детство называется, в моем понимании. Ну, вот смотри, если мы сейчас говорим с тобой про моменты, типа, ну, вот оплеванного, полностью обхарканного, например, пиджака. Или, например, моменты, когда там тебя толкают, да, в классе, и там их куча людей, и там один человек тебя ждет, чтобы со спины тебя ударить, там, в спину ногой. Насколько вот это можно считать детством и просто такими веселыми штуками? Ну, это уже детством, конечно, не назовешь. И веселостью вряд ли назовешь этим. Это... Ну, опять никак не задаешь такой вопрос. Я в таких ситуациях не был. Ну как не был, Роберт? Ты многие ситуации помнишь, как бы на твоих глазах что-то было. Ты же был свидетелем. Ты либо закрываешь глаза, не помнишь этого, либо это было, но ты как-то не хочешь об этом говорить. Вот и все. Поэтому я и спрашиваю. Были моменты, когда я что-то плохое делал и себе, и окружающим. Ну, на тот момент, на тот возраст. Но это же все проходит. Это посмеялись, ударились, и все, и дальше пошли. Про пиджак вот ты мне напомнил. Я реально, я вспомнил вот этот, ну, смутно припоминаю. Был момент вот этот, поугорали. Ну, кто поугорал-то? Ну, если на так говорить, все, наверное, угорали на тот момент. Над тем, что мне пиджак измазали? Ну, скорее всего, да. А ты думаешь, я угорал над этим? Ты нет, конечно. Вряд ли. Человеку нравится, когда так делают. Ну, так, видишь, когда мы говорим поугорали, получается, что одни угорают, а другие нет. К этому вопрос. Я сейчас не пытаюсь тебе в угол загнать, я просто пытаюсь, чтобы ты посмотрел на ситуацию немножко шире, чем это было просто там касается, знаешь, там, веселого. Ну, мне было, как ты понимаешь, не очень весело, когда там... То есть у меня это воспоминание не веселое из школы. Ну, у нас с собой разное восприятие, видимо, жизни. Дали подножку, встань, дай сдачу. Ну, я так считаю. Плюнули, плюнь в ответ. Ну, хорошо, смотри. Вот, ну, если представить, что... У тебя сейчас, правда, девочка, конечно. Но вот если бы был сын. Может, будет сын еще. Ты что будешь делать, если твой ребенок придет и тебе скажет, что там папа, меня бьют в школе? Например? Первый вопрос, сдачу дала? От этого прыгаем. Дочки? Ну, а какая разница? Ребенок же. С пацаном, может быть, в каких-то моментах тяжелее, в каких-то легче было бы. С девочкой, мне кажется, таких моментов не будет. Но даже у девочек есть вот эти даже травли. Не то, что не травля. Кто-то принимает кого-то, кто-то не принимает. У девочек тоже может быть что-то. Ну, если, в частности, мы про моего ребенка говорим, естественно, первый вопрос, который я задам, сдачу дала? Все, от этого уже отталкиваемся. А если нет, не дала? Значит, будем работать над тем, чтобы давал сдачу. Смотри, когда, я не знаю, происходит ли случай буллинга в Апельсине, но если происходит, как ты с ними работаешь? Как ты их решаешь? Слушай, во-первых, я практически уверен, ну, я, так сказать, ну, есть вещи, за которые ты не можешь расписаться кровью, но я практически уверен, что в Апельсине не происходит случай буллинга. Теперь смотри, что значит, если происходишь? Нам надо начинать на несколько шагов раньше. Нам надо начинать с того,
Как сделать так, чтобы не... Это, в общем, продолжение нашего разговора. И тут я вынужден просто несколько слов сказать, как я это понимаю, откуда вообще это берется. Буллинг – это сумасшедшее упрощение. Это упрощение отношений. Да, мир черно-белый. Есть хорошие и плохие. Есть правильное и неправильное. Есть ситуация, в которой я могу себя повести только одним образом. Да? У меня нет выбора. Еще раз, Саша, понимаешь, мне так кажется, людей так... То есть, мне кажется, я уверен, да? Людей так научили. Так научили. Опять, красные и белые. Все, точка. Следовательно, если мы примем это за рабочую гипотезу, как же мы должны с этим? Ну, бороться или взаимодействовать? Надо усложнять. Задача педагога усложнять. Вот все время усложнять. Мы сложные, мы с тобой сложные. Да, у нас есть двойное дно. У каждого из нас есть тысячи идей в минуту. Мы можем с тобой соприкасаться и противоречить друг другу, и отталкиваться. И так далее, и так далее, и так далее. Это лекарство номер 1. Усложнение. Лекарство номер 2. Мне кажется, что педагог должен разговаривать с детьми не о том, чем мы похожи, а о том, чем мы отличаемся. Да? Значит, вот эта история про то, что мы сейчас вместе все в едином порыве, все, это начало буллинга. Да? Я прям расписаться с тем могу. Да, мы же коллектив, коллектив начала буллинга. Ждите. Ждите, ребята. Это придет. Точно? Точно. В той или иной форме? Точно. Да? Мы прекрасны вместе в своем разнообразии. В этом фишка. И чем более мы разнообразны, тем, ну, в определенном смысле нам круче. Потому что смотри, какие у меня возможности взаимодействия, какой у меня выбор, как я сам могу через другого человека проявиться. Следовательно, ну, условно говоря, на каком-нибудь тренинге надо говорить не о том, что я могу дать коллективу, вот эта вот постоянная история, да, а в чем моя особенность, как я это понимаю. Вот мне надо раскачать самого себя. Когда рано, в 1 классе, на самом деле, самое время про это разговаривать. А лучше в детском саду начинать. Да? А потом мы сможем тогда говорить о том, чем особенный Саша. Да? И интересно, как он... А потом мы сможем говорить о том, мы живые люди, что же мне делать с тем, что какая-то Сашина особенность меня может задевать. И тогда у нас появятся инструменты. Прям инструменты. Что я с этим делаю? У нас много вариантов, правда же? Я могу отвернуться и уйти, да, на крайняк. Я могу, если это там изменяемо, могу сказать ему: слушай, Саш, ты знаешь, вот ты, когда, я не знаю, плюешься, да, мне неприятно, не делай этого, пожалуйста. Теперь ты будешь смеяться, это работает на 100%. Предположим, возникла гипотетическая ситуация, в которой есть один человек и второй человек, который к нему присоединился, какого-нибудь мальчика или какую-нибудь девочку по той или иной причине, про причину скажу, да, по той или иной причине делают, значит, так сказать, объектом этой самой травли. Слушай, надо понять, что они хотят. Отличный вопрос. Ты что хотел сказать-то? Он начинает менять положение вещей. К буллеру, да? Это и есть усложнение. Да? Человек, который травит другого, поверь мне, он действует по самому простому алгоритму. Да, мне что-то не нравится, я вообще не хочу запариваться на эту тему, я не хочу с этим справляться. Понеслась, да, жидовская морда, да, очкарик, да, там, я не знаю, да, и так далее. Разные причины могут быть, да, рожа цыганская. Там, все что угодно, да, я опытный, да, есть много чего. Да, слабак, да, я не знаю, баба, да. В тот момент, когда ты задаешь любой вопрос, то есть провоцируешь любое минимальное усложнение, излечение начинается. В подавляющем большинстве случаев, как ты понимаешь, я говорю с тобой о практике, а не о теории. В подавляющем большинстве случаев происходит вот это, да, когда... А что я хотел сказать-то? Действительно. Тебе скажу, знаешь что? Вот хорошо вам говорить, у вас частная школа, у меня 38 человек в классе, нагрузка там бумажная и так далее. Наверняка тебе это говорят. Что мне делать? Не до учеников, не до каждого в отдельности учеников. Слушай, ну прямо ответить, да? Давай. А ты зачем там работаешь-то? Мать или отец? Ты в смысле, зачем мне это рассказываешь? Ты зачем мне рассказываешь эту трагическую историю? Это что, повод для гордости, что ты говняешь свое дело? Да, потому что у тебя обстоятельства такие. Тебе кто виноват? Министр просвещения? Кто? Директор? Что за чушь вообще? Да, это полная чепуха. Это полная чепуха. Это относится и к учителям, и к детям. Слушай, я последний человек, который скажет, что учителям живется очень легко, зарплата у них огромная. Нет, ребята. Но, во-первых, да, мы в большинстве случаев, есть исключения, так сказать, важно это сказать, но в большинстве случаев мы делаем то, что мы представляем правильным.
Да, я представляю правильным в тот момент, когда у меня 38 детей, не пойти к директору и не сказать, что у нас ситуация критическая. Да, у нас человек может, я не знаю, сломаться, да, у нас не хватает чего-то, да, и так далее. Да? А я в этот момент буду лучше рассказывать, правда же, о том, что вас много, а я одна, как в советском магазине, понимаешь? Это абсолютно не так. Знаешь что, у меня перед самым-самым ковидом, что это было-то? Это было у Швыдкова, как это называется, ток-шоу на культуре, «Агора». Да? Перед самым ковидом, значит, и там собрались разные люди, в том числе заместитель министра, значит, просвещения, и мы разговариваем. Я в какой-то момент поворачиваюсь так к нему, знаешь, я же пылкий бываю, ты знаешь. Я говорю, слушайте, перестаньте уже вообще разговаривать на эту тему, дайте школам автономию, они, так сказать, разрулятся. И он тоже, забывшись, говорит, так мы даем, они не берут. Сегодня по закону об образовании в школе можно сделать очень-очень много разного. Можно сделать. Да, теперь понятное дело, что это бон-тон такой, понимаешь, ругать систему образования. Но я могу тоже поругать систему образования. Может, лучше мы поменяем что-нибудь? Это было физическое насилие или эмоциональное? Да и то, и другое. Обзывательства там играли пеналом в футбол, могли плюнуть на рюкзак, там какие-нибудь вещи разодрать, тетрадки. Ну, то есть какое-то и такое, и там ведьма, свеча, вонючая. Вот это вот обзывательство. Иногда и физическое насилие. Но особенно тяжело было, что я уезжала в другие коллективы, уезжала в детские лагеря летом. Там вообще все было намного хуже. То есть вот эта ситуация, она со мной происходила, ну вот практически куда бы я ни пришла. Сейчас я понимаю, что да, вот есть такое понятие виктимности, что ты вот действительно уже и этот паттерн, ну, в себе сохраняешь, как будто бы считаешь, что с тобой так и должны обращаться все время. Вот, но у меня, как бы, почему я не переводилась в другую школу, даже не просила. Я была абсолютно уверена, что там все будет только хуже. А здесь уже как бы хотя бы есть кто-то, с кем можно общаться. А кто это был? Ну, моя подруга оттуда, мы до сих пор дружим. Они в основном были свидетелями. Но вот так, чтобы никто особо не защищал в классе. Я думаю, что они не очень понимали, что это можно сделать. Ты помнишь момент, когда они могли вступиться, хотя бы одно слово сказать, и все бы поменялось? Я помню такое с лагерей пионерских. Вот. Там даже девочка пыталась сказать, но это не помогало. Одна говорила, что, ребята, вы делаете что-то не то. Зачем вы бьете ее? Нельзя так делать. Но это не помогало. Ты понимаешь, почему они это делали? Какая была причина помимо виктимности? Ну, я была другая. Я никогда не делала то, что делали все. Если мне не интересно, я никогда не занималась этим. Там начиналось от занятий, я все время на всех уроках сидела, рисовала, могла даже запеть в какой-нибудь неподходящий момент. То есть из меня творчество, оно просто фонтанировало. И какие-то фантазии постоянные. Я думаю, что это была причина. Еще, возможно, я вчера как раз об этом думала. Меня очень большое влияние оказало воспитание дедушки священника. И что они мне в детстве читали много жития святых вместо детских сказок. И вот этот паттерн, что ты как бы страдающий, ты спасешься, мне кажется, он у меня был. Что я вот как бы, я спасусь. Вот так все правильно. Я мученица. С чем тебе тяжелее всего было справляться из пережитого? Думаю, что твои друзья, да, с которыми ты дружишь, в принципе, общаешься, что они не заступаются, что они ничего не говорят. Вот это было тяжело. То есть я знала, да, ну вот этот
Дурак, да? Вот у него еще компания дураков вокруг. А то, что вот классные девчонки, с которыми вместе рисуете, вместе фантазируете, вместе играете. И когда все это происходит, они никак не реагируют. Ну и я помню, там шваброй меня к полу прижали. Это было ужасно. Тоже опять все смотрят. Все смотрят, а никто ничего не говорит. Ну, чем старше мы становились, тем меньше было этого всего. Меньше? Да, да. Мне кажется, я просто наращивала агрессию свою, и я стала более агрессивной. Это было одной из причин, почему, мне кажется, это остановилось. Я сейчас размышлял, почему так получается, что... Вот я понял, да, что приходят новенькие, проверяют, но, наверное, же еще какие-то вещи должны быть в человеке, почему его там, допустим, одного лошада, другого нет. Как думаешь, почему так? Ну, как ты себя показываешь, там, физически, морально сильный ты или нет? Обычно же все приходят, даже там большие они себя как бы некомфортно чувствуют. А бывает, что пришел, и со всеми сразу задружился. Сейчас я спрошу, ты можешь по-честному вспомнить, у нас здесь ничего, никакой цензуры нет. Ты помнишь какие-нибудь наши с тобой конфликты? Да, не было у вас конфликтов. Да ладно, Колян, ну что ты мне сейчас рассказываешь? А какой? Может, ты мне напомнишь? Я тогда вспомню. Наверное, было, мне кажется, на уроке музыки, когда ты меня доставал тогда прям по-жесткому. И на уроке труда, помню точно, когда ты там натолкались, все дрались. Вещи раскидывали постоянно, какая-то тема еще была с вещами, что куртки рвали постоянно. Не понимаю, рюкзаки кидались, блин. Рюкзаки кидали, да, вот это все, вот вещи раскидывали. Я до сих пор не могу понять, почему это все делали. Да хрен его знает. Куражились, наверное. Делать было нечего. Ну, толкались мы постоянно там со всеми. Ты сейчас об этом когда думаешь, как ты оцениваешь, что были моменты, когда жесть была какая-то, но она не казалась жестью? Ну, как говорится, мы были дети, мы не понимали, насколько это все серьезно может вылиться. Ну, кстати, я помню, что Вова через 3 месяца уже сказал, что хочет уходить из школы, потому что его так затравили. Да. А что с ним тогда делали, я просто не помню. Слушай, я точно тоже не помню, но что-то мы его шмотки куда-то ныкали. Брали просто вещи его и прятали. А что-то еще было, по-моему? Что-то еще? Да там много чего было. Там каждый, там, Закиров что-то его там заталкивал, там, чуть ли не там головой в унитаз. Ну, не головой в унитаз, такого не было, но что-то с ним такое делал, блин, неприятное. Зачем это люди тогда делали? Хрен его знает. Пытались вызвать реакцию, чтобы он там взбесился, там, показал себя как-то. Ты же помнишь, почему? Потому что он стоит один в сторонке вот так. Мы хотели, чтобы он зашевелился, видимо. Мне было все время ощущение, что весь класс, там, наша мужская половина хочет, чтобы я отсюда исчез как-то. Ну вот я ушел как-то. Было такое, ты помнишь, чтобы хотел класс, чтобы я ушел? Или это было мое какое-то восприятие? Слушай. Что-то такое было. То ли ты сам это и высказал после вот там всяких приколов. У тебя была какая-нибудь переоценка того, что в школе происходило? Конечно. Я бы многого хотел избежать, например, курения. Нет, я из того, что мы по отношению друг к другу мы делали. Ну, по отношению друг к другу, по крайней мере, есть что вспомнить. Понимаешь? Вот если бы мы ничего не делали, то как бы это было бы скучно. Помнишь, ты рассказывал про своего друга, да, которого унижали, да, головой в унитаз, и вот
Когда ты говорил с агрессорами, они сказали, что они пытались его как-то типа расшевелить. Да. Так вот, что они хотели от него? Вот этот выброс эмоций, которые они хотели жрать. Потому что нашему мозгу, по большому счету, все равно. Сильная эмоция, она со знаком плюс или со знаком минус. Это именно через нашу осознанность мы должны кормить свою голову. Только позитивными сильными эмоциями. А бывает по-разному. Ты имеешь в виду, что когда кого-то травят, это желание получить эмоции от этого человека? Безусловно, это драма, это весь этот эмоциональный накал, это не скучно. Травля – это не скучно. Каждому ребенку очень важно быть частью группы, а в группе важна цель. И если этой цели нет, то все. Пиши пропало, тебя не существует. Помню, вот как кидались в меня этими железками. Помню, как вот это нарочитое игнорирование, когда я захожу в аудиторию, я слышу, как ребята говорят, я прохожу мимо, они смотрят и молчат сразу же. Самое неприятное, что было, помнишь? Самое больное для меня было, наверное, когда сломали пенал. Потому что когда, казалось бы, да, странно, почему не синяки? Но синяки, понимаешь, я вот эту атаку каждый день, да, вот каждую неделю принимаю, ну и это было вот частью этой атаки, да, она была сильнее, чем вообще, чем обычно, и не складывается у меня сейчас в голове, да, как это вообще возможно, терпеть насилие в отношении себя. Но тогда это как-то воспринималось нормально. Но когда родители уезжают, мы их ждали, и они, естественно, хотели нас побаловать, привозили какие-то подарки. И вот этот пенал был, естественно, мой любимый. И такого пенала не было больше ни у кого. И в один из первых дней, да, когда... То есть я не успела им еще насладиться этой игрушкой. Но это не просто игрушка, это же... Очень много было эмоций, да, в этом пенале, потому что это мама с папой. И вот когда сломали вот этот пенал, причем так, что его нельзя было починить, то есть прям в пух и прах. И я прямо еще помню, когда... Как это все происходило. Была такая очень крупная девочка, даже не в нашем классе была. И она брала мой... У меня был еще такой рюкзак мягкий, то есть не с жесткими стенками, а мягкий, текстильный. И она прям его кидала об стены, то есть бросала на пол, прыгала на него. И я прям смотрю на этот рюкзак, и мне прям физически больно происходило. И этот момент, когда ты... видишь, что что-то происходит, а ты никак не можешь повлиять на это. И невольно просто становишься зрителем, понимаешь, что ты ничего не можешь сделать. Вот, это страшное воспоминание тогда оттуда. А ты маме говорила что-нибудь? Конечно. Она что говорила? Что мама говорила, жалела. Каждый раз жалела, но, знаешь, это было тактически. Да, вот что-то происходило, и вот я помню, вот как я приходила из школы, и мама говорит, что я очень часто ревела. И вот объятия с мамой помню. Да, то есть я прихожу, видимо, пореву, с мамой обнимусь. Она меня погладит, пожалеет, и вот я успокаиваюсь, и все. И я Даша как Даша, я человек. Не было каких-то таких решений, как сейчас предлагают всевозможные фонды, да? Что с этим надо бороться, есть выход, это ненормально. Такого не было, потому что школа хорошая была. И, учитывая все происходящее, она считалась хорошая.
Почему ты за эти 8 лет, 8 лет это очень долгий срок, Да. и мама тебя жалела, почему вы не ушли из этой школы? Хороший вопрос, я не знаю. У тебя самой не было мысли, что можно сбежать, не идти в школу, не ходить в нее? Не было. Я послушный ребенок. Понимаешь? И как-то я не могу винить, и я не виню совершенно своих родителей в том, что типа, ну вот, но мне же было плохо, почему вы меня не забрали? Потому что, ну, они точно так же, ну, не зная, не разбираясь в том, что это такое и какой это вред может нанести и наносит, да, психическому здоровью, типа, ну, не принимают. Ну, здесь не принимают, там принимают. Нормально. Живем. Прорвемся. Ну вот она дура, ничего, еще впереди будут дураки, понимаешь, у тебя в жизни. Как-то какой-то был более легкое восприятие, легкое отношение ко всему к этому. То есть, да, неприятно, ну что ж теперь. О, Алуся. Здравствуйте. Саша. А ты такая, скажи, я Саша, что, подумаешь тоже? Нашел причину хвастаться, Саша. Привет. Смотри, вот что я тебе скажу. Да, вот поскольку ты меня все время спрашиваешь про дополнительные инструменты, давай так. И вот ты говоришь в комментариях, нас спросят, почему не это, почему не то. Значит, давай так. Люди в комментариях, вот которые задают вопрос про это, про все, пусть они сделают половину того, что я сказал. Половину. Да, вот пусть у них будет в их классе, предположим, раз в месяц тренинг, у нас называется тренинг, а может называться иначе, на тему того, чем каждый из нас уникален. Да, чем мы отличаемся друг от друга. Да? А потом пусть у них будет тренинг, желательно в игровой форме. Если надо, я подскажу, пусть напишут мне твои комментаторы, о том, как мы друг с другом взаимодействуем. Чем мне помогает, что в этой школе есть девочка Саша, есть мальчик Марик. Да? Чем мне это помогает, как меня это обогащает. Это крутая история. Теперь, вот после того, как они это сделают, Саша, и расскажут мне, что это не работает, вот тогда я готов продолжить диалог. Потому что вся эта взрослая лабуда, которая происходит, про то, что да это не будет работать, Саш, да брось ты про это разговаривать, да, Саш, да пойдем лучше пиво выпьем, да что ты, Саш, ну что ты про это говоришь? Да, это обман. Это обман. Да, нужно делать дело. Теперь дело можно делать по-разному, но его нужно делать. И вот в тот момент, еще раз, да, так работает педагогика. Педагогика очень практическая штука. В тот момент, когда мы попробовали, это не сработало, окей, я могу сказать, знаешь, что Зицер идиот полный, на него нельзя положиться, это полный бред. Да? Но нельзя сказать, это полный бред до того, как. Нельзя сказать про школу «Апельсин», то, что ты говоришь, у них тут зашкаливающая агрессия, точно. Почему? Жизнь меня помотала и научила этому. Ну так еще раз, речь идет о том, что я ни вправо, ни влево ни разу не посмотрел тогда. У меня есть какие-то догмы, которые мною были получены, не знаю, в 3, в 4, в 5, в 6, в 8 лет. Да, и я ни разу не задумался, не порефлексировал, не усомнился, не задал себе ни одного вопроса. Все, дети жестоки. Ну, жаль, что твоя жизнь сложилась так, старик, что. Так что вот. Скажи мне одну вещь. Одну? Важную. Давай. Вот эти разговоры с детьми на тему, что мы разные. Как ты делаешь так, чтобы они не были формальными? Потому что мне кажется, что есть большая опасность, что когда ты делаешь такую штуку в школе... Давай, смотри, мы сейчас делаем такой прием с тобой. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Алла, учительница 2 класса. Можешь сказать 2 слова? Ты слышала, да, о чем Да, речь? я слышала вопрос, и мне на самом деле он кажется странным, потому что в тот момент, когда это важно для меня, это однозначно будет важно для детей. Можно сделать формальный урок, можно, я не знаю, скачать классный час в интернете, его провести по написанному, и все так гладенько. Это будет полная фигня. А можно сесть с детьми, и как мы это делаем каждый понедельник, поговорить о том, что нас действительно волнует. И если я реально считаю, что я ценный, уникальный человек, и Вадик такой же ценный, уникальный человек, и Тая, и Ника, и каждый из нас уникален и ценен по-своему, о какой формальности тут может идти речь? Смотри, мне кажется, Алла сказала очень важную вещь, да, она сказала, мне важно, вот смотри, да, давай это не пропустим, да, это важный момент, мне важно об этом поговорить, меня, Аллу, интересует в том числе моя уникальность, я не знаю, Левина уникальность, ну все, мы уже, да, всех детей перечислим, да. Она меня интересует, я перебрасываю мостик. Это вообще главный педагогический инструмент, да, когда я нахожу собственный интерес, и дальше от него начинает происходить все остальное. Ну да. А что иначе ей сюда шляться, если она про себя ничего не понимает в этом процессе?
Да, можно, я не знаю, что в ларьке стоять, можно инженером быть, можно много кем быть. Смотри, у нас просто, когда в школе были скромные, очень неудачные попытки взрослых вмешаться в конфликты, в буллинг, они заканчивались тем, что формально дети выслушивали учительницу, а дальше начиналась травля еще больше, потому что я беда, потому что ты слабак, что пошел ко взрослым и не решил этот вопрос. Как вот с этим быть? Слушай, ну быть с этим очень просто. Ты говоришь сейчас со мной на языке зоны, в первую очередь. Да? Это зона. Потому что в этой системе координат, я надеюсь, что и там это меняется, но не знаю, да? В этой системе координат ты не имеешь права себя защищать. Это очень-очень важно. То есть главный вот этот самый кодекс, который звучит в этом, да, ты должен оставаться, я не знаю, никем. Окей, если у тебя есть инструменты, лично у тебя, нож, я не знаю, да, кулак большой, брат с севера вернулся, вот это вот все, да, действуй. Если у тебя нет этих инструментов, тебе не повезло. Теперь, вообще-то, мне кажется, человеческие отношения устроены прямо противоположным образом. И этому учатся с самого начала. Человеку должно быть хорошо, слушай. Да, человеку ненормально, если человеку плохо. Если мне плохо, у меня должны быть, опять возвращаемся к слову, инструменты, для того, чтобы меня защитить. Нет, ты не справишься, справишься. И те вот апологеты, я не знаю, жесткой руки и человеческой звериной природы, они тоже справятся. Только надо первый шаг сделать хотя бы. Понимаешь, Саша, вот я слово «травили», я его не очень понимаю. Понимаешь, есть вот такой возраст, 6, 7, 8 класс, когда такой жестокий возраст зачастую, да? То есть посмеиваться можно там над фамилией, еще над чем-то. А вот под словом «травили» что ты подразумеваешь? Да, я понимаю, что там были ситуации, когда я был один против большого количества людей. То есть я каждый день приходил, я понимал, что у меня там сегодня Тимур Фитыхов, например, если вы такого помните, он сегодня Конечно, помню. Обязательно мой портфель разорвет, я обязательно вернусь сегодня домой с желто-синими руками, потому что мы каждый день с ним дрались. Вот, и ему там помогут еще 5 человек, допустим. Вот это вот я помню очень хорошо. Поэтому я тогда вот, и сейчас я просто на самом деле думаю о том, через вас тоже пытаюсь понять, могли ли учителя тогда как-то подметить, что происходит, и сделать что-то, чтобы такого не было? Ну, наверное, могли. Но, опять же, вот видишь, здесь, наверное, чтобы понять, что происходит, конечно, желательно видеть и работать со всем классом. Как вы думаете, если бы я подошел к вам и что-то рассказал бы из того, что происходит, чем бы это закончилось? Ну, во всяком случае, это должно было, да, закончиться, беседы. У меня уже после вас был класс, когда так занимались, начали, да, издеваться над девочкой. Но уже не в гимназии, а вот в лицее мы работали. Опять же, да, каждый хотел завоевать свой авторитет, и девочки объединились против девочки. Но мы сначала поговорили с родителями, что в данной ситуации делать, как правильно к этому отнестись. Но изначально беседы с родителями. Вообще, идея школы, наверное, она была бы правильной, Саша, мне кажется, что вот это вот, да, родители, учителя, дети, они работали вместе. Потому что зачастую, беседуя с родителями, работая, да, в школе, мы такое впечатление говорим о разных людях. Да, то, какие дети в семье, и то, какие они в окружении, да, своих сверстников, это совершенно разные люди. Иногда, вот, к сожалению, тот же там Тимур Фитыхов, да, или Роберт, кто-то, они себя ведут так, потому что, наверное, да, есть человек, который их заводит, и они его поддерживают. А внутри себя, вот, ничего не желая, не имея против того же Саши, да, ну вот Фитыхов, ах, как весело. А вот и я тогда поддержу, и еще кого-то. Зачастую это так. Или боятся оказаться на месте, да, если не буду поддерживать. Но вы не ответили на вопрос, как вы меня помните. Вот не знаю, какая-то, да. Вот мне казалось, что вот боязнь какая-то вот раскрыться, она, наверное, присутствовала в тебе. Ну вот мне так казалось. Знаешь, может быть, такая манера поведения еще была, да, что-то такое сказал и как-то немножко сразу в сторону, не дожидаясь ответа. Да, вот что-то такое сказал, или
Может быть, действительно какое-то давление, да, вот сейчас начинаешь уже так более серьезно задумываться, что-то на тебя давило и мешало тебе раскрыться так, как ты бы хотел, наверное. И мог. Может быть, не хотел, а мог. Важно отличать буллинг, травлю, да, и конфликт. Дети могут ругаться, дети могут драться. Почему я скептически как раз говорю про программы нулевой толерантности к насилию? Потому что это не нулевая толерантность к буллингу. Нулевая толерантность к буллингу – это как раз хорошо и должно быть. Но если мы объявляем нулевую толерантность к насилию и запрещаем мальчишкам там драться на палках или там говорить друг другу пиф-паф, вот это уже неадекватное, да, неадекватное поведение. Нормально, что дети ссорятся, дети когда-то там пихаются, толкаются, борются, может быть, даже когда-то подерутся. Пока это происходит на равных, пока эти роли гибкие, пока сейчас мы поругались, подрались, а завтра пошли вместе дружить, да, там, сегодня я тебя тыркнул, завтра ты меня, да, это нормальная история, это нормальный процесс овладения там, такими явлениями, как агрессия, конфликт. Тоже с этим тоже как-то надо уметь обращаться, да, и детство – это период, когда в том числе этому мы учимся. Проблема с буллингом в том, что там устойчивые роли. Всегда ты жертва, и тебя травят, да, ты не можешь... Сегодня я у тебя отнял шапку, покидал, завтра ты у меня отнял шапку, покидал. Это еще пока не буллинг, это... может быть, какое-то там хулиганское поведение в какой-то степени, да, шалость, баловство, но не более того. Когда закрепляется роль, тогда мы можем говорить о том, что это групповое насилие. И травмирует всех участников именно сам факт этого группового насилия. Когда я говорю с учителями про буллинг, они говорят, давайте поговорим о том, как мы подвергаемся буллингу, как дети над нами издеваются, как дети нас травят. К сожалению, да, вот это как раз та самая системная проблема, о которой я говорила. Если учителей могут ни во что не ставить, например, их собственное руководство и государство в целом, если можно с ними так обращаться, да, как с ними обращаются, там, на митинги гонять, еще там что-то, да, требовать от них каких-то безумных там отчетов, вообще считать их абсолютно такими вот подневольными людьми. У них лица людей, с которыми можно так обращаться. Это очень чувствуется, и дети немедленно в ответ реагируют. Если человек, который не вполне себя уважает, да, заходит в детский коллектив, это считывается мгновенно. И действительно у такого человека, ему не до того, чтобы там, кого-то защищать от буллинга. У него задача вообще выжить и уцелеть в этом классе, потому что он действительно сам опасается быть жертвой. Буквально недавно была история про детский сад, даже не школу, детский сад, когда мне рассказывают про то, что позвали заведующего, воспитателя, частный, причем детский сад, за деньги, потому что мальчик 6 лет не хотел раздеваться после прогулки. Он не хотел раздеваться после прогулки. Взрослый человек, воспитатель, даже 2, зовут заведующую, чтобы она вразумила 6-летнего ребенка. И после этого еще и жалуются его маме, почему вот он такой-сякой, значит, не хотел раздеваться после прогулки. Да? Когда дети постоянно видят вот эту беспомощность взрослых, когда взрослые увольняются с роли взрослого и начинают жаловаться, привлекать каких-то начальников, там, жаловаться маме, не в состоянии договориться с ребенком. А чего ожидать? Как они могут потом влиять на детскую группу? Здесь раньше не было шкафов. Здесь были всегда вешалки. Причем само место ассоциируется с какими-то встречами, когда там, типа, будем ждать тебя внизу. И вот места, почему-то именно такие места выбирают для того, чтобы какие-то стрелки, как так назывались, да, раньше. Только сейчас я понял, насколько это было стратегически грамотно. Если на улице холодно, ты не можешь уйти домой без сменки или одежды. А значит, тебе придется вернуться в подвальную раздевалку. Так что там происходило в раздевалке? Что, не помнишь, что ли? Когда все спускались, и там что только не летало. Там, и можно было искать свои вещи очень долго. Вот видишь, ты же вспоминаешь такие штуки. Это же весело. Нет, сейчас не весело.
Мне кажется, это весело в зависимости от того, кто обладатель вещей. Вот как я думаю. Мои вещи тоже иногда летали. Тебе было весело? Нет. Но я не считаю, что от этого нужно плакать. Можно так же сделать с чужими вещами, и станет легче. Я когда об этом вспоминаю, мне не весело. Мне кажется, что это херово, если честно. Мне кажется, что так быть не должно. И странно, когда мы с тобой его сейчас обсуждаем, а ты ржешь. Ну, как бы я могу с тобой пожать вместе, но мне от этого не весело, когда я понимаю, что это были мои вещи, например, которые мне подарили, например, родители. Привезли там откуда-нибудь. Это были ценные для меня вещи. Когда, там, допустим, их кидают все подряд, так вот подкидывают, разрывают, да, там ногами пинают. Да. Ну, мне не весело, например, от этого. Зря. Когда вы сказали, что жертве часто кажется, что все хотят, чтобы ее не было, или его не было, хотя все на самом-то деле наоборот. Все хотят, чтобы она была. Угу. Да, так и есть. Жертва выполняет определенную роль в группе. Это роль того, из-за кого все, с одной стороны. С другой стороны, пока все из-за него, я в безопасности. И в каком-то смысле, да, все заинтересованы в том, чтобы жертва оставалась там, где она есть, потому что в дикой группе всем страшно. Каждый чувствует, что он может оказаться на этом месте. Каждый может стать жертвой группового насилия. Это тоже очень важный момент, да, как часто проблему буллинга воспринимают как проблему только жертвы, что только жертва страдает. Все остальные либо виноваты, либо ни при чем, а жертва страдает. Но на самом деле все исследования лонгитюдные показывают, что последствия буллинга для всех участников процесса, и даже свидетелей пассивных, нехорошие. То есть нехорошо всем. Тем, кто травит, тем, кто подпевает, тем, кто, может быть, не участвует, но наблюдает это со стороны, потому что им тоже страшно. Соответственно, если ты был в роли того, кого травят, в роли наблюдателя, в роли того, кто был инициатором, да, или там подпевал и поддерживал, и, там, смеялся и так далее, ты понимаешь, что так можно, что правила этого мира таковы, что так с людьми можно. Ты видишь, насколько жертва беспомощна, насколько она беззащитна, насколько ее положение отчаянное, насколько она ничего не может сделать. Ты видишь, что ты сам участвуешь, может быть, не очень активно, но участвуешь в том, что ты понимаешь, что это отвратительно, то, что происходит. Ты начинаешь сам себя не уважать и ненавидеть за то, что ты не можешь... А что ты можешь, если ты пятиклассник, да, и ты понимаешь, что если ты скажешь что-то против, ты сам можешь оказаться в этой роли. Слушай, если вернуться к этой истории, вернее, к тому, что ты мне сказал по телефону, когда мы последний раз общались, что ты осознал, что вот то, что мы сейчас обсуждаем, это результат того, что ты сам был жертвой до этого. Да. Расскажи про это. Я очень сильно выделялся, когда был совсем маленьким, лет, наверное, 6, 7, 8. Когда все мальчики шли играть в футбол, я говорил, нет, я с вами не пойду. Я лучше пойду какие-нибудь там кольца собирать, например. То есть меня занимало что-то другое всегда. Я не ощущал, то есть мне не нужно было даже ощущать, что... понимать, что я часть коллектива какого-то. Для меня никогда это не было важно. И впоследствии появились разные оскорбления. На этой основе, я думаю, на том, что я не был похож. По-моему, я возвращался с какого-то кружка, и когда я шел в сторону подъезда, мне в спину они стали что-то кричать. Эти же люди. Я тогда себе сказал, что мне все, мне совсем больше не важно, что они говорят и что у них на уме. И после этого случая я как-то выстроил стену между мной и людьми, которые могут как-то унизить, оскорбить. И помогало? Да. Я перестал слушать. Но я более чем уверен, что вот такое вот выстраивание стены при первом столкновении с людьми, которые могут по какому-то признаку тебя начать унижать, впоследствии очень сильно рушит какую-то возможность коммуникации с другими людьми.
Я правильно понимаю, что потом это все-таки на тебя повлияло, что ты тоже был агрессором? Ну, в каком-то смысле, да. То есть неприятно признавать себя агрессором, но да, в подростковом возрасте, там, в возрасте, наверное, может быть, 15-16 лет я был агрессором тоже. Как это выражалось? Ну, участвовал в драках, ну, то есть фактически в избиениях других ребят, ну, то есть с которыми я там в чем-то не был согласен или там что-то с ними не поделил. Я в это в каком-то смысле втянулся, то есть мне понравилось, что я контролирую. Вот, наверное, что я попал в такую компанию, которая сильнее, которая не дает себя в обиду, что я часть ее, я как бы под защитой этой компании, и, соответственно, и я могу позволить себе больше, чем там другие, условно. Не будь у меня этого опыта, я бы, возможно, стоя сзади моих друзей, когда я был наблюдателем, не чувствовал сострадания человеку, которого унижали. Ведь эмоции, которые мы испытываем, это такой инструментарий, который мы создаем постепенно. И если чем у нас шире, тем больше мы можем этих инструментов применить на других людях. То есть человек, который, возможно, когда-то испытал нищету, будет проходить по улице и увидит нищенствующего, и посочувствует ему, и как постарается помочь. Вот, и также я стоял сзади и понимал, что я когда-то вот тоже что-то подобное испытал. Но это скорее наслаждение. Наслаждение. Да. Это наслаждение не от того, что я мщу тем, кто раньше со мной так обходился, а наслаждение от того, что я как будто бы выше состою, чем этот человек. Только за счет того, что я применяю какую-то эмоциональную грубость насилия. Вот это была обида, которая как бы очень глубоко у меня засела, и я просто не мог с ней жить. Я стал ненавидеть вообще людей. Вот это все мои какие-то размышления в этом меня привели к выводу, что как бы ну, это люди, вот, они как бы плохие, вот, и, следовательно, они во всем виноваты. Мы всей страной каждый день все еще ждем, что на нас нападут. Мы все время ждем войны, и поэтому вот эта риторика «дай сдачи», «надо быть сильным», она еще долго не кончится. Вот я помню это ощущение, леденящее душу, когда с первой секунды мне все, и учителя, и дети, дали понять, что я здесь лишний. То есть вот это все, что происходило на моих глазах, там просто невозможно травля.